Привет, друзья! Сегодня я к вам с лучшим рецептом хумуса. Продолжаю тестировать мой новый мощный блендер Raw Meat Samurai. В очередной раз убедилась, что текстура для хумуса играет решающую роль. И вот такой гладкий кремовый хумус у меня получился впервые благодаря этому блендеру. Я покажу вам самый полезный способ приготовления нута. Итак, вначале нут промываю и замачиваю как минимум на ночь, лучше дольше. Замачивание активирует бобовые, частично избавляя от фитиновой кислоты. Теперь бобы буду проращивать для максимального повышения их питательной ценности и еще лучшего усвоения. Утром нут промываю и выкладываю тонким слоем на противень. Накрываю влажной марлей и оставляю на сутки до следующего утра. Если в комнате довольно тепло, то за сутки нут хорошо прорастает. Снова промываю. Заливаю чистой фильтрованной водой примерно на 3 пальца выше уровня нута. Варю на среднем огне до закипания. Далеко не отхожу, чтобы не пропустить и вовремя удалить пенку с поверхности, иначе сбежит. Когда всю пенку убрала, прикрываю крышкой не полностью и варю на медленном огне после закипания ровно 20 минут. Затем огонь выключаю, кастрюлю плотно накрываю крышкой и оставляю настояться на пару часов. Теперь сливаю нутовый отвар, то есть аквафабу, в отдельную емкость. Проверяю нут. Смотрите, он довольно хорошо сварился. Аквафаба мне также пригодится в этом рецепте. Буду добавлять ее при взбивании нута в блендере для получения нужной текстуры. Оставшуюся аквафабу просто заморожу. Очищаю чеснок, и мне понадобится половина лимона или чуть больше. В чашу блендера погружаю 4 стакана готового нута, 100 грамм кунжутной пасты, тахини, или примерно 100 грамм замоченного кунжута плюс ложку кунжутного масла, лимонный сок, чеснок, аквафабу, вначале 1 стакан и далее буду добавлять еще. Перец, соль, у меня розовая гималайская, куркуму, хмели сунели по вкусу. И начинаю взбивать вначале на низкой скорости и затем скорость увеличиваю. Помогаю толкателем. В процессе взбивания еще добавляю примерно стакан аквафабы, но вы смотрите по консистенции. Только взгляните на эту потрясающую текстуру. Какая она кремовая. И это даже не на полной мощности. Половину хумуса перекладываю из чаши в отдельную емкость. К оставшейся части добавляю большой пучок зелени, у меня это петрушка и укроп. Этот вариант мне нравится еще больше. Снова все взбиваю до однородности. Раскладываю по порционным тарелкам или в одну большую. Сверху обязательно поливаю качественным оливковым маслом. Посыпаю свежемолотым черным перцем, копченой паприкой и украшаю отварным нутом. Традиционно хумус подается со свежими овощами. Мне очень нравится с морковью и сельдереем, особенно с сельдереем. Я надеюсь, этот рецепт вам понравился и оказался полезным. Буду рада вашим лайкам, подпискам и комментариям. Присылайте свои фотоотчеты в Instagram, жмите на колокольчик под видео, чтобы не пропустить новые выпуски. И до скорых встреч! Пока-пока!